Тормозной путь автомобиля, который двигался со скоростью 15 км в час, равен 1,5 метра. Определить тормозной путь, если скорость будет 90 км в час. Ускорение в обоих случаях одинаково. Нам известно, что тормозной путь автомобиля равен 1,5 метра. И это при скорости 15 км в час. Итак, пишем. Первый случай. 15 км в час – это его скорость была. И тормозной путь S1 равен 1,5 метра. В втором случае у него скорость была 90 км в час. И нужно определить тормозной путь, когда скорость 90 км в час. Ясно, что здесь будет работать ускорение отрицательное, поэтому запишем вот такую формулу. S равно V0t плюс at квадрат, деленный на. В некоторых случаях отрицательное будет ускорение, поэтому тут знак минус появится, но поэтому мы сразу запишем, чему равно ускорение. Ускорение будет равно разница конечной скорости минус начальной скорости, в данном случае v1, и делить на время t. Поскольку у нас конечная скорость – это остановка, v конечная у нас равно нулю, тогда у нас a получается равно минус v1, деленный на t. И t отсюда можем определить. t равно минус v1, деленный на a. Давайте вот эту формулу подставим значение. У нас первое значение известно. Поэтому нам первое, что нужно сделать для того, чтобы решить, какой же будет путь, определить, скажем, ускорение. И мы его определим из первого случая, когда торможение у нас известно 15 км в час, известен путь, но мы можем определить отсюда, каким ускорением автомобиль будет тормозиться. Итак, давайте подставим значение. Здесь у нас знак будет минус, естественно, потому что торможение идет. S1 равно V начальное, V1. Подставляем вместо t его значение. Множится на минус V1, что делится на a. Минус a делить на 2. И здесь же тоже вместо t подставляем его значение. Минус V1 делить на a в квадрате. Перемножим, откроем скобки, получаем, что мы получаем. Минус v1 в квадрате делить на a. И минус a делить на 2. Вот тут будет v1 в квадрате делить на a квадрат. Минус в квадрате будет плюс. Значит, тут можем сократить. Того, что мы получаем, сводим мы к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас 2а. Итого мы получаем здесь минус 2v1 в квадрате, минус v1 в квадрате. Итого мы получаем минус 3v1 в квадрате делить на 2а. S равно вот такому выражению. Отсюда находим а сразу. S1 будет равно минус 3v1 в квадрате делить на 2а. Отсюда находим а равно минус 3v1 в квадрате и делить на 2s1. Ну, теперь мы можем определить же, чему равно s2, поскольку у нас идет торможение. Конечное значение равно нулю. Очень интересно вот эта формула. Получается, что s1 равно минус 3v1 в квадрате делить на 2. Если повторить все эти процедуры для s2, так у нас тогда получается, что s2 будет равно минус 3v2 в квадрате делить на 2. А мы вот здесь вот определили. Процедура вывода значения s2 через v2 будет такая же, точно такое место v1, здесь будет v2. Мы получим то же самое выражение, как и для первого случая. Это 2а и здесь 2а. А мы определяем из вот этого выражения, вот оно у нас получилось. Итого, давайте вместо s2 поставим вот это значение а. Итак, s2 равно дробь минус 3v2 в квадрате делим на 2, то множится на вот это вот выражение, на а. Вот а выражение. На скобочку. Сначала скобку напишем. Минус 3v1 в квадрате и делить на 2s1. А теперь получается, что вот эта часть остается в знаменателе большой дроби, а 2s1 уходит в числитель. Итого мы получаем минус 3v2 в квадрате делить на 2. Здесь-то скобка будет минус v1 в квадрате. И здесь умножить на 2s1. Смотрите, минус и минус нас сразу дает плюс. Ну, двойки мы можем... минус 3 вот тут. Минус 3v вот так. И тройки мы можем сократить. То есть минус 3v2 в квадрате умножится на 2 на s1. Здесь будет на 2 умножится на минус 3v1 в квадрате. Минус тройки сократим, чтобы не намешали. Двойки мы сокращаем. Мы получаем вот такое выражение. v2 в квадрате делить на v1 в квадрате и умножить на s1. Естественно, вот эти километры в квадрате, они сократятся. У нас получится только одно значение в метрах. 90 километров делить на 15 километров. Километры у нас сократятся. Это все в квадрате, что множится на S1 равно 90 разделить на 15 будет 6, в квадрате будет 36, множится на 1,5 метра и равно 54 метра.
В этой задаче сэкономили время, сэкономили расчеты. Практически два одинаковых процесса, которые являются торможением. Разница только в V1 и V2. Мы первый процесс четко записали, какой он будет. Второй процесс записали его по подобию первого, только вместо значения V1 подставили V2. Ну а взяли с первого процесса и получили значение 54 км в час. Если выводить S2, надо было записать точно такую же линейку, как здесь написано. Только разница была та, что вместо V1 везде у нас было значение V2. А так практически одинаковые процессы, поэтому сразу записали, чему равно S2. Ну а выразили и посчитали.